И всем доброго времени суток! Меня зовут Хром, и я вас приветствую на своем канале. Собственно, сейчас я вам расскажу, что произошло, и постараюсь дать ответ, что нам делать и где найти цены. Вот. Если что, тайм-коды, если мне будет мега не впадло, я оставлю в описании. Если их нету, чуть-чуть перемотните там, где я уже показываю. Если вам не интересно, что произошло, и вы хотите знать уже, что там с ценами. Вот, как-то так. Собственно, теперь что произошло? Как вы знаете, у нас был официальный тир-лист цен, да, по которому почти все ориентировались. Там чуть-чуть они видоизмененные были, но не суть важно. Вот. И, собственно, люди ориентировались по ценам, все было хорошо. И тут официальные разработчики сказали ребятам, которые отвечают за цены, что через ваши то, что через вас людей обманывают, да, нам поступают жалобы, поэтому нам нужны все ваши данные, чтобы мы сделали свое расследование. Те им, собственно, данные слили, сказали, ну вот, смотрите. А те, видимо, эти данные, то ли у них какая-то крыса там была, то ли еще кто-то. Короче, эти данные куда-то убежали. В результате этих ребят взломали, там, обманули. Потом они восстановили их, потом опять снова взломали. Вот, короче, в результате их просто забанили. Вот, и цены у нас, собственно, пропали, да, их больше нету. Собственно, что же, вообще нам делать, да, непонятно. Но, в принципе, я попробую вам сейчас дать ответ, что мы вообще будем делать, да, и как крутиться, вертеться. Вот. Короче, есть две версии, я не совсем понял, какие, если кто знает, меня поправит. Вот, то ли разработчики сказали, что они больше не будут заниматься этой ерундистикой, то ли они сделали вроде новый второй сайт, который я вам покажу, но это не точно. То есть я сразу хочу сказать, что за первый сайт, что за второй сайт, я ответственности вообще не несу, я никак не причастен, я просто вот, мое дело вам показать, вместе с вами рассудить, да, и просто я вам, как эксперт по ценам, да, просто эксперт РУ комьюнити скажу, да, похожи ли эти цены на правду или нет. Вот, опять же, кто, если что, меня в комментариях поправит, потому что, я, как вы видели, да, я атаку титанов с 5 месяцев назад там стабильно фигачил, и вот последний месяц-два я, через раз заходил, поэтому последние прям цены я, точно не знаю, вот. Но я помню гарантированно некоторые ценники. Собственно, прекращаем болтать, давайте переходим смотреть, да, то, что я для вас подготовил. Вот. И вот непосредственно первый сайт. Смотрим на цены, я вместе с вами рассужу, да, примерно похожие цены или нет, да, и стоит ли им вообще пользоваться. Но я вам так скажу, что примерно... я оба сайта, разумеется, посмотрел, и в моем понимании примерная оценка здесь нормальная. То есть этот сайт первый мне даже нравится больше, чем второй. Ладно, давайте приступим к просмотру. Собственно, по поводу вот этих мечей ауры я даже говорить ничего не буду. Вот, штаны, я и так помню, что стоили дорого. Так, вот как человек, у которого есть крылья, да, мы точно знаем, что красные крылья почему-то всегда стоили дороже черных, хотя они в одной, грубо говоря, эпохе и коробке валяли. Ну да ладно. Вот. То есть тут примерно цена похожа. Да, вот у меня есть черные крылья. Недавно я получил красные, кстати, я их отдал торговцу. Вот, по поводу Black Flash ауры, честно, не помню, стоила ли она 6200. Я помню, что она стоила, много, но насколько не помню. Вот по поводу Зангетсу я точно помню, что он стоил 5000 чем-то, то ли 5400, то ли 5500, потому что, как вы знаете, у меня есть Зангетсу. Вот, и то, что он стоил дороже Премьера Терры, это я точно прекрасно знаю, потому что Премьера Терра у меня появилась позже Зангетсу, а Зангетсу я брал, когда она была дешевле, чем Премьера Терра. За этими ценами, вот двумя предметами я точно наблюдал, как и за крыльями. Вот. Конкретно ли стоит крылья 4000, я не знаю, но цены примерно похожи. Опять же, вот мы видим, что Хелес стоит дороже, чем Фриц. Опять же, разница. То есть я помню, что Хелес, например, по-моему, последний раз стоил то ли 250, то ли 1050. 1050, по-моему, он стоил, а Фриц 650 или 900. Короче, я точно знаю, что Хелес в любом случае последний раз стоил дороже Фрица, в любом случае, да, насколько я не уверен. Вот, по поводу Махараги тоже ничего сказать не могу, я знаю, что она дорогая, тоже не знаю насколько. Они Эрон 1200, окей, вроде нормально. Вот,
Капитана Терры 1080. Опять же, не помню, поднимали ли Атеру в последний раз, но то, что он очень близко к Они Эрону, это я точно знаю. Хотя, с другой стороны, вот у меня были моменты, когда два Капитана Атеру давали за одного Они Эрона, но также я знаю, что были и немного другие ситуации, поэтому, наверное, ценник примерно похож, да. То есть вот тут, мне кажется, ценники какие-то маленькие, Джатун почему-то 420, то есть хотя последний раз Сплит Соул Катана и Катана Киотсу стоили дороже Джатуна, но, возможно, я опять же выбрал из этой всей движухи. Unix Moon 200 стоит, хотя, опять же, я помню, последний раз она стоила меньше, но бог с ним. То есть ценники вроде примерно похожи. Опять же, главное, почему я удивился, на этом сайте, короче, написано, то есть, вот, ну, все легендарные штучки из последнего нашего сундука, да, почему-то стали стоить меньше. И я вот, честно говоря, абсолютно точно помню, что вот такие шмотки стоили 140-120, да, ну, то есть ауры где-то 140 стоили, то есть Cosmic Nova вообще, по-моему, 170 стоило, или вот это 170 стоило. То есть почему настолько сильно упали вот тут цены, я не знаю. То есть, возможно, я пропустил что-то, но, по-моему, они, наоборот, должны будут расти, потому что у нас заменят сундук так-то. Так что вот по поводу вот этих цен ничего вам сказать не могу, но за такую бы цену я бы их точно не обменивал и не продавал бы. Это я вам гарантирую. Так же, как и вот, типа, белый скелет и зеленый скелет, то есть, типа, грин скелет. У меня и тот, разумеется, есть, но в любом случае, то есть, грин, например, тоже скелет, он мне просто больше нравится, он зеленый, красивенький, стоит 40, то есть, типа, предмет, который уже не достать, стоит, типа, в 2 раза дешевле, чем, ну, какой-то новый предмет, который вы можете прямо сейчас вытащить из сундука. Что вообще? Вот, короче, цены, в принципе, дехабельные. Art of War стоит тут 30, то есть Family Serum тоже 30 стоит. Они Кирис Спир, кстати, почему-то 1, то есть он без гира идет. Непонятно, но... ну вот и гир. Собственно, короче, цены, ну, я бы оценил из 10 баллов, наверное, где-то на 7, да. На 7, 8. Вот, в принципе, похоже, хотя Black Flash я бы за 30 продавал. Ну ладно, не буду рассуждать. Короче, в принципе, вот этот сайт достаточно неплохой. Тут много шмоток, да, есть. Я не уверен, что все, но их много. Шарт вот 3 точно стоил, да, вот этот 5 и вот 8 последний раз стоил женский, да. Но я вот женский что-то не вижу, а может слепой. Но женский стоил 8, я его вообще тут не увидел. Вот, короче, данный сайт, в принципе, может рассматриваться, да, как вообще что-то есть. Если что, сайт будет, все будет в описании. Возможно, я впихну в свой Discord, просто чтобы вы, ну, зашли в мой Discord. Вот, если что. Если у вас нету Дискорда, я чуть позже выложу его просто в Ютубе. Все, ну, можете его найти, если поняли, что это за сайт. Вот, мне же надо людей набирать, ну уж извините. Извините, что поделать, люди нужны. Вот, собственно, давайте перейдем ко второму сайту. Вот это, собственно, второй сайт. Мне кто-то почему-то говорил, что это как раз-таки старые разработчики. Я в этом не уверен, потому что я просто не помню, какое у них было название. Да и сайт с названием может клепануть кто угодно. Вот, но тут вообще супер все странно по ценам. Давайте смотреть. Собственно, вот сравним тот же Зангетсу. Тут стоит 550 ключей. Ну... Что? Ну, какие 550 ключей? Вот, Фриц 650, то есть, ну, тут какие-то просто старые цены, да, то есть, вот, пример от Терра стоит 800, типа, дороже, чем Зангетсу. Ну, то есть, тут супер старые цены, хотя, вот, мне человек скидывал и говорил то, что, вот, типа, этот сайт, вот тут новые цены и так далее. То есть я посмотрел данный сайт, и если на него кто-то наткнется, знайте, что тут не актуальные цены на данный момент, да. То есть это очень можно легко понять, как раз-таки по Зангетсу, по Фрицу, по Хелосу и так далее, да. То есть цены у нас поменялись. Хотя тут есть некоторые цены, которые как бы похожи на правду. Вот, но тем не менее это не они. Так что если вы наткнетесь на данный сайт, знайте, что вот этот сайт я его не рекомендую, потому что, как по мне, он, ну, просто устаревший, да, хоть тут и есть какие-то ценники, которые я помню, ну, были как бы в последних патчах, да, но вот мне лично не нравится этот сайт. Я его не рекомендую. Поэтому, собственно, на данный момент я вам советую ориентироваться вот по этому сайту. Вот, и, собственно, просто примерно понимать, что он не совсем корректный, да, и надо немного от себя тут чуть-чуть добавлять, потому что, скорее, даже в большую сторону, чем тут указано. Вот, как-то так.
Ну, а на данной ноте, наверное, уже будем подходить к концу. Собственно, я надеюсь, что я смог вам объяснить, что произошло, примерно помочь в ситуации, да, чтобы вы могли узнать по ценам. Вот, ну, а теперь давайте как раз-таки вам скажу самое главное. Собственно, если что, я жду вас в своем Дискорде. В моем Дискорде вы сможете найти новые цены, вот. И я потом, если что, постараюсь сделать свою табличку, если мне будет супер не лень. Вот, но в любом случае, заходите в Discord, чтобы узнавать цены, чтобы общаться с ребятами, которые тоже играют в Атаку Титанов и не только, в различные другие игры, да. Вот, короче, комьюнити, присоединяйтесь, да, будем играть вместе и взаимодействовать, вот. Если что, я провожу стримы на этом канале, также на Ютубе вы можете поиграть вместе со мной и с моими подписчиками, вот. И непосредственно не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, вот это вот. Вот, также у меня есть свой Twitch канал, тоже прошу туда присоединиться, чтобы меня не потерять на случай того, если меня забанят в очередной раз. Вот, как-то так. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать меня донатиками, роблоксиками, рублями, чтобы я мог купить себе новый чаек, да, чтобы я выздоровел. Вот, все, всем спасибо за просмотр, всех люблю, всех обожаю, надеюсь, я вам смог помочь. Пока!